Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо просто вкусный, знаменитый торт в виде батончика Kinder Maxi King. Торт получается нежнейшим, буквально тающим во рту. Здесь карамель, хрустящий крокант сверху, нежнейшие шоколадные коржи. И все это готовится очень просто и быстро из самых простых и доступных продуктов. Идеально подходит торт не только на детские праздники, но и для всех тех, кто любит шоколадно-карамельные ореховые десерты. И сначала приготовим карамель. В кастрюле у меня 200 грамм сахара. Ставим на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться из боков. Я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5-2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова. Я ее снимаю сейчас с огня. Переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. Видите, ничего не подгорело. Все, карамель вот такого цвета должна получиться, то есть ни в коем случае не темнее. И сейчас приготовим шоколадный корж. 220 грамм муки, 40 грамм какао, 8 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем и отставляем пока в сторону. Для бисквита также я беру 4 яйца среднего размера, комнатной температуры, щепотку соли. Каждое яйцо весом примерно по 50 грамм без скорлупы, 16 грамм ванильного сахара. Все это просто перемешиваем. «180 грамм сахара». Бисквит я даже буду здесь выпекать без использования какого-либо миксера. Просто венчиком буду замешивать. Это на тот случай, у кого нет даже вот миксера, можно приготовить. Также я добавляю туда 160 миллилитров молока. При добавлении молока сахар растворится, за это переживать не нужно. И 40 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю. Всю сухую смесь просеиваю и перемешиваю также. Вы также можете замешивать все это миксером, если вам хочется, ручным миксером. Он неприхотливый очень, этот бисквит. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 35 минут. Все это нужно смотреть по вашей духовке. Здесь форма у меня прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы также можете выпекать это все в круглой форме, 24 сантиметра в диаметре. Духовку во время выпечки не открываем. Бисквит у меня испекся. Я, как только он остыл до комнатной температуры, сразу же извлекаю его из формы. Ничего здесь ждать не нужно. Бисквит не требует здесь абсолютно никакого отдыха. Он очень неприхотливый. Его можно использовать в качестве основы для очень различных тортов. Он очень хорошо нарезается. Смотрите, буквально сразу после выпечки он нарезается идеально. Разрезаю на 2 коржа. И шапочку я сейчас оставлю. Она нам обязательно понадобится для крема. Сейчас тот корж, который у нас был дном при выпекании, я буду использовать в качестве верхнего коржа у торта. Складываю их вот таким образом, чтобы они не деформировались, коржи.
Шапочку вы можете измельчать также в измельчителе. И приготовлю очень быстрый и вкусный крем. 300 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 16 грамм ванильного сахара, 100 грамм сахарной пудры, 300 грамм творожно-сливочного сыра, 250 грамм охлажденного сыра маскарпоне. Сыр сливочный тоже, естественно, очень холодный должен быть. Все это я взбиваю до устойчивых пиков. Крем этот получается нежнейшим, он идеально подходит для данного тортика. Если вам нужен более бюджетный крем, ссылочки на бюджетные кремы я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Делю на две равные части крем, примерно так визуально. Одну часть я выкладываю в кондитерский мешок, и во вторую часть крема я добавляю всю крошку бисквитную. Перемешиваю. Она красиво будет смотреться в разрезе, и на вкус вот эта прослойка с крошкой просто необыкновенно вкусная. Делю эту часть крема с крошкой тоже на две равные части. Пропитываю молоком просто. Молока здесь понадобится примерно 70 мл. Если вы любите очень влажные коржи, тогда можете взять 100 мл молока. Первую часть крема с крошкой я отсаживаю из кондитерского мешка на нижний корж. И половину светлого крема отсаживаю уже на этот крем с крошкой. Все это делается очень просто и быстро. Если у вас нет кондитерских мешков, вы можете использовать мешки для заморозки продуктов. Они, как правило, очень плотные. Вы также можете срезать у них уголок и отсаживать из этого мешка крем. Сейчас делаю такие бортики для карамели. Так очень удобно работать. Карамель не вытекает. Благодаря творожно-сливочному сыру и сыру маскарпоне ничего здесь вытекать не будет. Конечно же, вместо этого крема вы можете использовать любой заварной бюджетный крем. Ссылочки на те кремы я вам, конечно, оставлю в описании под данным видео. Всю карамель выкладываю сейчас в центр тортика. Карамель должна быть, конечно же, минимум комнатной температуры, либо же даже чуть похолоднее. Вот здесь у меня она уже чуть холоднее. Выложила всю карамель в центр тортика. Остатками белого крема я сейчас покрываю карамельный слой. То есть делается этот торт очень быстро. Готовится он без желатина. Идеально подходит на все детские праздники. Дети всегда в восторге от таких тортов. И вот смотрите, как я сейчас отсаживаю, так как крем плотный с крошкой. Я взяла вот этот второй корж, который у нас будет верхом у этого торта. Я с внутренней стороны его промазала кремом и вот так уже с кремом выкладываю на светлый крем. Надеюсь, что я понятно объяснила, потому что нежнейший слой белого крема, карамель, чтобы его никак не деформировать, этот слой, я именно так промазываю вот этот верхний корж. Пропитала и убираю сейчас в холодильник часа на 2-3. И сейчас готовим глазурь. 200 грамм растопленного молочного шоколада, 40% какао у меня здесь в шоколаде, 50 грамм растительного масла без запаха и 150 грамм кроканта. У меня здесь фундучный крокант, готовый покупной. Естественно, видео по приготовлению этого кроканта есть уже на моем канале. И чтобы здесь не затягивать это видео, я не стала сюда включать этот эпизод. Поэтому ссылочку я вам оставлю на приготовление орехового кроканта, фундучного кроканта в описании к данному видео. Торт хорошо стабилизировался, я уже достала его из холодильника. Сейчас вот так простилаю бумагой для выпечки все бортики этого торта снизу, чтобы глазурь у меня потом не испачкала дно формы. Распределяю полностью всю шоколадную глазурь. Она распределяется очень хорошо на остывшем тортике. Хрустящий крокант очень хорошо зафиксируется в этой глазури. Он не будет размокать. И торт будет очень хрустящим и на следующий день, если вы правильно приготовите крокант, либо же вы можете его купить. Вы также можете здесь вместо кроканта использовать просто обжаренный фундук, мелко нарубленный. Это тоже можно, чтобы вам сделать этот тортик как можно более быстро и проще. Но крокант готовится очень быстро. Убираю сейчас на 20 минут в холодильник. Глазурь уже схватилась, она потом полностью застынет.
Но я разрезаю еще в не до конца остывшем виде. Она нарезается очень прекрасно. Здесь очень хорошее количество этой глазури. Ее немало, но и немного. Она превосходно будет нарезаться. Показываю, как тортик надламывается вилкой. Нежнейший, просто тающий во рту тортик. И очень напоминает вкус знаменитого всемирно известного батончика Kinder Maxi King. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.